Всем привет! С вами снова Евгений, и в этом видео мы будем сравнивать инструменты Extrude, Offset Face и Emboss. Но для начала обязательно подпишись на канал, ставь лайк этому видео и комментируй. Ваша обратная связь мотивирует меня на производство новых видеороликов. Это занимает много времени, и хорошая мотивация никогда не повредит. Итак, поехали. А, Значит, Edit Sketch покажу, что три этих эскиза у меня абсолютно идентичные, то есть они 40 на 30. Finish Sketch. Чуть подвисло. Итак, выбираю первый инструмент Extrude. И здесь в старте выбираю Object. Выбираю данную цилиндрическую поверхность и экструдирую все это на 10 мм. Нажимаю Enter. Все пропадает. Активирую обратно здесь через глазик. Итак, что произошло? Собственно, от цилиндрической поверхности произошло экструдирование данного эскиза, скажем так, по нормали к этой поверхности. Поверхности эскиза. Что же делает Offset Face? Для данного инструмента, чтобы его применить, необходимо чтобы данная поверхность предварительно была, скажем так, рассечена вот по этому виду. То есть по плоскости данного эскиза нам необходимо для начала сделать split face. Выбираем данную поверхность, выбираем потом данный эскиз. И как мы видим, он экструдируется по нормали к поверхности эскиза. Нажимаем ОК. Итак, у меня появилось две такие поверхности. И, собственно, сейчас я могу выбрать здесь инструмент под названием Offset Face, вот этот, и экструдировать его, скажем, на 10 миллиметров. Нажму ОК. И давайте рассмотрим теперь инструмент Emboss. Выберем во вкладке Create инструмент Emboss. Выберем, значит, Sketch Profile, наш прямоугольник, и выберем Faces, то есть вот эту цилиндрическую поверхность. И также экструдируем ее на 10 миллиметров, если получится. Вот так. Окей. Итак, в чем же здесь принципиальное отличие? Как и в первом случае, то есть как и в случае с Emboss, так и в случае с Offset произошло экструдирование данного, скажем так, эскиза, данной проекции по нормалям к цилиндрической поверхности. Но есть небольшое отличие. Если мы вызовем инструмент Inspect и измерим здесь, у нас будет здесь 40 миллиметров. Если мы выберем здесь данное ребро, то оно будет тоже длиной 40 миллиметров. То есть инструмент Emboss, он берет уже существующий эскиз и пытается его обернуть вокруг той поверхности, которую мы выбрали. При этом ее размеры, то есть длина и ширина, будут, скажем так, пытаться как-то быть сохранены. В случае же с Offset Face, итак, здесь линия 40 миллиметров, а данная линия 43 миллиметра. Возможно, это не очень очевидно, но я продемонстрирую это еще раз. Я выберу инструмент Offset Face, выберу данную поверхность. Так, только сначала, конечно же, нужно сделать Split Face. Вот так вот. И посмотрим. То есть здесь 44 миллиметра. То есть получается, что чем больше будет вот эта кривизна, тем больше будет длина данного ребра. Более того, с помощью инструмента Offset Face можно, по сути, так, Replace. И он здесь. Вот. По сути, с помощью этого инструмента можно подвинуть практически любую поверхность, которую мы хотим как-то переместить в пространстве. Окей. Инструмент очень полезный на самом деле, Offset Face. Причем он сохраняется у нас в таймлайне. Можно выбирать Edit Feature и, например, каким-то образом его редактировать. Нажму Ctrl-Z, отменю все это. Итак, мы рассмотрели с вами три инструмента: Extrude, Offset Face и Emboss. Посмотрели, как их применить и, скажем так, чем они отличаются. Можно повторить, что здесь экструдирование идет вдоль, значит, нормали к этой поверхности. В этих двух случаях идет экструдирование по нормалям к цилиндрической поверхности, как здесь, так и здесь, но немножко по разной механике. Здесь мы эскиз оборачиваем вокруг цилиндра, здесь же мы просто проецируем и экструдируем. Итак, на этом я данное видео буду заканчивать. Не забудьте оставить комментарий под видео, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на канал. До новых встреч!